Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня будем смотреть обзор легендарного учебного самолета Як-52 фирмы Aeroca Models в 48 масштабе. Модель не новая, 2016 года, но в этом 2022 году в набор добавлена очень интересная вещь. Стоимость модели в нашем интернет-магазине iModelist 1285 рублей. А вещь эта 3D декаль фирмы Quinta Studio, о чем гласит эта изящнейшая наклейка. А в наборе декаль, та самая героиня 3D декаль, пакет с литниками и инструкция. Первый литник перед вами, он же почти и последний на самом деле. Фюзеляж самолета, стабилизатор, шасси со стойками, кресло пилотов, приборные панели, винт, да почти все здесь и есть. Фюзеляж самолета разделен на две части. Качество литья очень даже и хорошее, облоя нет. Есть внутренняя расшивка, клепки нет, ее надо будет катать. Самолет до сих пор эксплуатируется, поэтому фотографий есть больше миллиона точно. Две части фюзеляжа соединяются при помощи направляющих. Мне это очень нравится. Руль направления сделан отдельной деталью. Можно поиграться с углом установки при желании. Двигателя, как вы заметили, в наборе нет. Или двигателя вы не заметили, его и нет. Два кресла пилота, очень простые. А привязные ремни теперь есть в наборе. Они данные кресла очень улучшат. Или наоборот, скроют с видимости. Винт двухлопастной V530TA-D35. Две приборные панели, без имитации циферблатов. Что и очень хорошо, ведь есть декаль от Quinta, счищать не надо. Колеса основных стоек шасси. Колесо выполнено в одну деталь и отлито вместе с диском. Никаких протекторов ли, надписей ли на них нет. Колеса, конечно, на замену желательно. Но отдельно я их пока не нашел. Но искал плохо, надо лучше. Стойки шасси нормальные. Кроме проводки придумать нечего. А проводка там элементарная для имитации. Шлиц-шарнир можно натравленный поменять, если хочется, конечно. Переднее колесо отлито вместе со стойкой шасси, одной деталью. Чуть сложнее будет с покраской. Руль высоты выполнен одной деталью со стабилизатором. Литник номер 2 состоит из одной детали. Деталь это крыло. Обычно в наборах крыло разделено на нижнюю и верхнюю поверхность. Здесь нет. Крыло дано почти целиком. Движимые части также уже на крыле. Расшивка есть. Клепки нет.
Лючки обозначены. На Як-52 шасси не убираются, а складываются, причем колесами вперед. Ну, что очень интересно. Но в модели такого варианта, к сожалению, не предусмотрено. А было бы красиво. Отдельно выполнена нижняя центральная часть фюзеляжа. А из пластика это, собственно, все. Фонарь выполнен в одну деталь. Открыть его не получится, что также очень жаль. Есть вот у меня какие-то разводы с левой стороны. Ну а так, фонарь как фонарь. Большой лист декали в комплекте. Декаль напечатана фирмой Бегемот. Значит, качество. Есть циферблаты приборов, но нам они не нужны. Есть опознавательные знаки. Или здесь ливрея? Хороший вопрос. Есть техническая информация. А вот красный полос, который я показал, лучше покрасить краской. Здесь это несложно. А вид будет лучше. Декаль вообще хорошая. А вот и обновление в наборе. 3D декаль фирмы Quinta Studio. В наборе два листа. На первом приборные панели. Цветные, объемные, красивые. А на втором привязные ремни. Они просто необходимы здесь. Скажу по секрету, что данный набор усеченная версия. Полную покажу после инструкции, так что не переключайте канал. Инструкция к декали также присутствует. Инструкция смешная. Как сейчас говорится, печать на бумаге слоновой кости. А цвет слоновой кости, чтобы от белоснежной бумаги не болели наши глазки. Глазки моделиста очень чувствительны, и их надо беречь. АРК Models бережет. Спасибо им за это. От души. Ладно, шутки в сторону. Есть описание прототипа. Есть содержимое набора. И также есть шаги сборки. Шаги сборки это прекрасно на самом деле. Но было бы еще прекраснейше, если присутствовала бы схема покраски. И еще бы было бы великолепно, если бы знали, куда декали приклеить. В итоге схемы окраски нет в наборе. Ну, по наитию предполагается поиск в интернете. Будем искать. С набором я закончил. Теперь немного, что я нашел для набора. Как я уже и озвучил, расширенная версия 3D декалей. Стоит она, собака, в 1,5 раза дороже модели. Но если хочется, значит надо. Первый лист это приборные панели. Видели мы их уже. Лист второй. Привязные ремни. Опс. Уже добавлены ремни вместе с отделки кресел. Прелестно. То есть уже варианты. Третий лист. Здесь интерьер кабины пилотов. Ну, желательно, конечно, перевернуть. Сейчас сделаю. Думаете, что это все? Да ничего подобного. Четвертый лист с интерьером. Вещь. Инструкция прилагается. Изучаем, клеим, создаем чудо.
Нашел еще и набор фототравления фирмы Микродизайн. Одна плата в наборе. И достаточно объемная. Ну, между прочим, так. Есть покрасочная маска Як-52. Можно декаль эту не использовать. Ну, на самом деле, здесь много вещей, которые дублируются с квинтой. Поэтому будут не использованы. Приборные панели, к примеру. Пленка с циферблатами приборов, к примеру. Привязные ремни, к примеру, опять же. Зато двигатель можно, как улучшить. Стойки шасси улучшить. Педали волшебные. Так что что-то и очень даже и нужно. Набор окрасочных масок фирмы KV Models. Вещь очень нужная, полезная и легко незаменимая. Один лист с масками. На фонарь самолета. И на колеса. На переднее колесо есть разрезы под стойку. Набор красок фирмы Акан, фирмы легенды российской аутентичности моделизма. Старые волки поймут, о чем я. Данный набор красок на эмалевой основе. У Акана я эмаль больше люблю и уважаю. 6 флаконов очень на 100% с нежностью помещены в набор. Здесь и черная, и синяя выцвевшая, и старая резина, и светло-серый цвет, естественно красный на замену декалей, а я ж говорил. И белая краска, порядковым 6 номером идет. И вот сейчас я закончил. Спасибо вам за внимание. Вопрос про ливрею у меня остался, если честно. Приобрести Як-52 вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.